Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня будет такое довольно спокойное видео, разговорное, оно только для моих, мне кажется, таких проверенных подписчиков, которые давно со мной, потому что такие видео случайно никому в ленте не попадаются. И сегодня я отвечу на ваши вопросы, на самые популярные, на самые интересные. Вы задавали мне их в моем инстаграме, если до сих пор не подписаны, то срочно это исправляйте. В инстаграме в сторис я делала такое окошечко, где можно было задавать свои вопросы, делала я это неделю назад, признаюсь, что подзадержалась, но я сохранила все ваши ответы. И на самые интересные постараюсь сегодня ответить. Думаю, выберу не очень много, а может много. В общем, в любом случае это будет такое видео под чаек, поэтому я сегодня максимально такая расслабленная, на комфорте, для того, чтобы просто с вами поболтать на абсолютно разные темы, потому что постаралась выбирать вопросы, которые связаны вообще с разными сферами моей жизни и просто какие-то общие. Короче, давайте начнем. Первый вопрос. Рекламировала ли ты когда-нибудь то, чем не пользовалась до этого? Нет, такого никогда не было. У меня даже, наоборот, бывали такие ситуации, я не помню, рассказывала или нет. Сначала я всегда прошу тест, потому что без теста, как-то глупо рекламировать вообще что-либо, потому что как я могу вам рекомендовать, если я это не протестировала. Я помню, что мне прислали, это было несколько лет назад, там была целая серия средств для тела, какой-то, знаете, такой инстаграм-бренд, в общем, там то ли скрабы, что-то тому подобное. Я это протестировала, и я, вот знаете, после того я поменяла свое отношение вообще к работе с брендами. Короче, они мне перевели предоплату почему-то. То есть сначала мне пришла посылка, я начала тестировать, они мне перевели деньги. Мы обменялись просто реквизитами, они почему-то решили мне деньги перевести. Окей, и я помню, что я тестирую, и это было вообще никак. То есть вот никак, и это стоило, по-моему, очень дорого относительно эффекта, то есть, вообще эффекта не было никакого. И я помню, что я просто вернула деньги, сказала: ребят, правда, не могу порекомендовать, и мне пришлось там делать целую эпопею по возврату денег, и я не вижу никакого смысла рекламировать то, чем я не пользовалась, потому что весь смысл моих рекомендаций теряется, всех денег мира я не заработаю, да и в целом я могу сказать, что слава богу, что сейчас да и вообще в принципе, наверное, практически с самого начала ведения своего канала у меня не было какой-то, знаете, жизненной необходимости прокормить 7 детей и рекламировать все подряд, поэтому рекламы, как вы видите, у меня в инстаграме, на ютубе у меня ее немного. Если я что-то рекламирую, это что-то качественное, проверенное, потому что мне комфортнее работать с проверенными большими брендами, чем с какими-то брендами, там, no-name, однодневками. И если мне что-то понравится, например, у таких брендов, то я просто прорекламирую бесплатно, и я денег даже не беру, потому что если мне что-то нравится, я рассказываю бесплатно. Обязательно ли девушке считать себя красивой? Мне, кстати, когда-то этот вопрос, по-моему, в инстаграме задавали. А вообще там слово «должна», «обязана» в отношении кого-либо, я не приемлю, то есть каждый живет как хочет, каждый думает как хочет, но так как вопрос адресован мне, могу сказать, что, наверное, в моей идеальной картине мира я считаю, что каждая девушка должна понимать свою красоту, принимать себя и считать себя красивой, потому что красота, она не объективная. Есть очень многие девушки, которые смотрят на какую-нибудь девушку противоположного типажа и говорят: боже, она такая красивая, мне никогда не быть такой красивой, как она, вот она это красиво, а я это некрасиво. И вы понимаете, что в мире, где есть там условная Скарлетт Йоханссон и Моника Беллуччи, и Бейонсе, и Мэдалин Пэтч, то есть абсолютно разные девушки, и всех их можно, например, там, по каким-то популярным стандартам назвать красивыми, и они разные, они не похожи друг на друга, и как вот в мире необъективности может быть там какое-то объективное слово красота в глазах смотрящего, и мне кажется, что нужно считать себя красивой, нужно это искренне понимать, а не так, как будто бы это какой-то аутотренинг, потому что вот это как из серии: для того, чтобы полюбить кого-то искренне, по-хорошему, нужно сначала полюбить себя. То же самое, в принципе, мне кажется, связано с красотой. Если ты хочешь видеть настоящую красоту вокруг, то есть везде, в зданиях, в жизни, в природе, в чем бы то ни было, нужно видеть красоту, в том числе вот в самом первом, в самом себе. И вот когда я говорю, что все мы прекрасны, все вы красивые, я обожаю рассматривать людей. У меня прям какая-то, знаете, с детства такая особенность. Я очень люблю рассматривать людей, и я реально во всех вижу что-то красивое. Потому что когда читаешь описание моего знака зодиака, то там написано, что девушки весы, они любят во всем видеть прекрасно, и это правда. И честно, вот мне кажется, что все люди красивые, просто нужно уметь смотреть на себя под правильным углом, поэтому да, думаю, что нужно считать себя красивой. Не обязательно, никто не обязан, но нужно. Не знаю, как общаться с людьми, которые тянут меня вниз, как не поддаваться этому.
Ой, ну на самом деле, мне кажется, вопрос такой довольно общий, да, что значит тянут тебя вниз, может тебе кажется, но в любом случае, если тебе кажется, то тебе не кажется. Я так это поняла за свою недолгую жизнь, потому что действительно я такой человек, который, наверное, не может давать какие-то супер психологические советы на эту тему, потому что если я чувствую, что люди на меня как-то негативно влияют, они пытаются подрезать мне крылья, как говорится, тянут меня на дно, хотя у меня давно уже в жизни таких людей, мне кажется, не было, я просто прекращаю с ними общение. Да, я такой человек, это может быть абсолютно самый близкий мне родственник, и я скажу: пока-пока. У меня в жизни были такие случаи, когда я общалась с людьми, у нас все было замечательно, потом в какой-то момент этот человек действительно вот просто истончал какую-то негативную энергетику, которая, ну, мне не то чтобы не подходила, меня даже напрягала, и я понимаю, что зачем общаться мне с этим человеком, я переставала общаться. Проходило несколько лет, мы менялись, я менялась, у этого человека что-то менялось, и мы снова начинали общение, и все становилось замечательно. Поэтому у меня в жизни были такие примеры, и я верю, что в каждый отрывок своей жизни нам нужны определенные люди, и если мы в этот момент не сходимся, наши дороги расходятся, это нормально, лучше отпустить, и я людей из жизни, ну вот прям очень легко отпускаю, неважно, сколько у нас там лет было, дружбы, общения и тому подобного, потому что, ну, это как-то эгоистично, наверное, звучит, но если я хочу помогать своим близким людям, хочу помогать людям вокруг себя, я не должна цепляться за вот это все, за какие-то больные отношения, я смогу помочь большему количеству людей, если в моей жизни все будет хорошо. Как я могу помогать другим, если в моей жизни все не очень хорошо, и это касается в том числе и дружбы, отношений. Поэтому если у вас есть возможность прекратить общение или хотя бы его очень сильно минимизировать с такими людьми, конечно, вначале в идеале нужно поговорить, разобраться в ситуации, почему так. Я тоже никогда не игнорирую этот этап, то есть всегда сначала я там пытаюсь как-то с человеком поговорить, если понимаю, что стена, тогда ок, все, мы расходимся. Но я никогда не закрываю дверь до конца. То есть дверь всегда будет открыта, и если человек будет в правильном, ну, возможно, эмоциональном ключе, то он сможет эту дверь открыть и всегда вернуться в мою жизнь. Поэтому я как бы, ну, не скажу, что там мосты сильно сжигаю. Чем так нравится Дубай, рассматриваю на майские. Да, я много раз была в Дубае, сколько мы были? 4-5, не знаю, 5, наверное, раз так точно. Первый раз была там лет, господи, 6-7. В общем, очень давно, и тогда он мне не так, мне кажется, даже понравился, потому что мы останавливались в не самом классном районе, а все последующие разы мы жили в даунтауне, и я очень люблю Дубай, знаете, во-первых, будем честны, сейчас не так много направлений открыто, да, куда можно съездить с семьей, вообще куда-либо можно слетать, очень мало вариантов, и Дубай, во-первых, очень удобно, что из моего города летает прямой рейс. Мы этим воспользовались и не один раз этим пользовались. И мне кажется, это какой-то такой, не то чтобы выдуманный идеальный мир, но там все такое в вакууме, чистое, все такое роскошное и все такое безопасное. Дубай — это единственная страна в мире, где я ощущаю себя на все 1000000% в безопасности, потому что это действительно супербезопасная страна, где тебе не нужно придерживать сумку, следить за своими вещами, у тебя ничего не украдут, тебя там не ограбят, ничего плохого с тобой не случится. Вот это ощущение абсолютной безопасности, его у меня нет ни в одной стране мира, и это, в принципе, объективное ощущение. Я думаю, что все, кто были в Дубае, меня сейчас прекрасно понимают. И, кстати, даже видно людей, которые первый раз приехали в Дубай, это которые люди там, знаете, сумки придерживают, вот так как-то смотрят, как в Европе, потому что в Европе, ну, ты действительно постоянно должен за своими вещами следить, потому что щелк-щелк, и все, у тебя нет кошелька, это прям очень распространенное явление в туристических местах, в Дубае такого нет, там все новое, все шикарное, все красивое, но это определенный вакуум, я это прекрасно понимаю, что полностью жить в Дубае я бы не смогла, потому что, ну, это какая-то такая утопия, и хочется немножко настоящей жизни, но я, наверное, бы видела идеальную возможность там зимовать, возможно, потому что на майские там еще сейчас будет хорошо, а потом начнется адовая просто жара, там под 50 градусов, и будет не очень комфортно, знаете, огромные перепады, везде в помещениях очень холодно, с плиты накручены на максимум, а на улице очень жарко, но вот когда в России плохая погода, там просто замечательно, все супер, повторюсь, чисто, роскошно, аккуратно, все для тебя. Конечно, это все не бюджетно, но если у вас есть возможность поехать туда на майские праздники, ну, мне кажется, это просто замечательно. Ой, ну, самый популярный вопрос. Алина, ты замужем?
Самые безумные поступки в твоей жизни. Я могу сказать, что по чьим-то меркам моя жизнь вся довольно безумная. Если говорить про какие-то такие общие безумные поступки, там, в плане прыгнуть с парашютом, я прыгала с парашютом, я прыгала банджи, я безумно хочу прыгнуть банджи еще несколькими разными способами, там, спиной, с разгона. Все это обязательно будет. И всякие вот такие экстремальные штуки, это мое. Я люблю высоту, я ее не боюсь, я прям испытываю там адреналин, и все, что связано с высотой, это кайф. И я бы еще, на самом деле, у меня такая галочка в жизни, я бы хотела нырнуть в клетки с акулами и с крокодилами. То есть это было бы прям шикарно. Но самые, наверное, безумные поступки в моей жизни были связаны с тем, чтобы изменить вектор ее развития. То есть когда у меня был сначала один план, а потом жизнь перевернулась просто на 180 градусов. И кто давно смотрит мой канал, тот примерно понимает, о чем я говорю, потому что раньше у меня была другая профессия, и потом вжух, и я полностью меняю свою жизнь, и на самом деле ни разу об этом не пожалела, но по меркам и по мнению, мне кажется, очень многих моих близких людей в какой-то момент жизни я действительно творила неведомую дичь. Никто не понимал, для чего я это делаю, почему такая вот, знаете, девочка-отличница решила отказаться от какого-то чего-то идеального и перейти в другое русло, но я перешла туда, где я всегда хотела быть, и сейчас просто живу и проживаю свою безумную, не идеальную, но очень классную жизнь. Где берешь силы, когда ничего не получается, и как будто все против тебя. У меня было несколько таких моментов в жизни, я вообще такой супер жизнерадостный, оптимистичный человек, я с виду такая, знаете, серьезная, такая сконцентрированная, но вот во мне две крайности живут, несмотря на то, что, опять же, если верить в гороскопы, то во мне есть определенная такая двойственность, такая очень спокойная, с другой стороны, могу вот сотворить какую-нибудь по меркам других людей дичь, но на самом деле это будет не дичь, это будет что-то такое очень обдуманное, и при этом там на несколько шагов вперед я все передумала. И когда вот мне очень плохо и кажется, что вот все против меня, я быстро собираюсь, и я быстро нахожу силы сама в себе. То есть я не ищу силы в каких-то других людях, в событиях, в местах. Да, это очень помогает, это безумно мотивирует, и это скорее катализатор, но найти силы во внешнем, мне кажется, практически невозможно. Можно там сколько угодно переживать, что ты живешь не в том месте, не с теми людьми, но в первую очередь твой внутренний ресурс — это ты, и я себя очень люблю. Я реально себя люблю, но не серии, там, мимо зеркала прихожу, да моя ж ты хорошая зайчка, нет, такого у меня нет. Я люблю себя серии, я себя очень ценю, я прислушиваюсь к себе, к своим желаниям, к своим потребностям, хочется погрустить, я грущу на полную, то есть вообще себя никогда не сдерживаю. И, соответственно, силы я тоже черпаю в себе, поэтому что посеешь, что и пожнешь. И мне кажется, что каждый человек, в принципе, должен опираться в первую очередь на себя, потому что, ну, на что еще в этом мире можно опираться? Только на себя, и тогда ты будешь счастливым. Будешь счастливым, вокруг тебя будет и строиться счастливая жизнь. Поэтому, если вам кажется, что вот там все плохо, во-первых, всегда помните о том, что все пройдет, и это ничто не вечно, как и какие-то супер радостные моменты, они обязательно сменятся, ну, чем-то там обычным, какие-то супер драматичные моменты в вашей жизни, возможно, даже потеря близких людей, да, что является, наверное, в моем мире самым страшным. Это вот смерть. Что может быть хуже смерти? Смерти близкого человека — это прям супер страшно, но даже это пройдет, да, вот, то есть в любом случае это оставляет там какие-то порезы, любые события оставят какие-то порезы, но вопрос, чтобы просто идти дальше и на этом не циклиться, не фокусироваться, а просто думать о том, что вот ты у себя один, ты приходишь в этот мир один, ты уйдешь один, и, соответственно, ты должен думать в первую очередь о себе. И поверьте, если вы будете сфокусированы на себе, будете брать ресурсы из самого себя, вы и в итоге сможете помочь большему количеству людей. Как я уже говорила, это не эгоизм. Это как раз-таки про то, чтобы помочь большему окружению вокруг себя, замотивировать других людей. И то есть своим примером показывать, как классно можно жить и как можно клево преодолевать трудности. Как похудеть? Впереди майские, нужно быстро скинуть килограмм 5. Ну, во-первых, я вообще прям не сторонник вот этих скинуть 5 килограмм за 5 секунд. Нет, все лучше делать заранее, более как бы спокойном темпе. И вот вопросы похудения, я не скажу, что я прям жесткий эксперт какой-то, я много чего пробовала, я всегда за подход тренировки, еще раз тренировки, но понимаю, что любой труд, в том числе и спортивный, можно прям так похоронить
похоронить под неправильным питанием. Сама люблю что-нибудь вредное, какой-нибудь фастфуд, и пробовала все варианты питания, там кето, просто минимизация углеводов, калорий. Сейчас мне, наверное, более комфортно питаться более чистой едой где-то 80% времени и 20% оставлять на какие-то вредняшки. Я стараюсь примерно на глаз сейчас придерживаться определенной калорийности. Какие-то продукты я взвешиваю, потому что не вижу ничего сложного в том, чтобы там, если ты хочешь привести себя в форму, считать калории, взвешиваться. Это не так сложно. То есть не себя взвешивать, а еду. И есть очень много приложений, которые позволяют тебе там записывать, сколько ты съел белков, жиров, углеводов, калорий, и тебе даже голову там ломать не нужно, просто вписываешь продукт и вес. Все, за тебя все посчитали. И люди, которые говорят, ой, вот мне лень взвешивать, то есть типа они хотят похудеть, но им лень взвешивать продукты. Это очень странно, значит, вы просто не хотите привести себя в форму. Вот и все. Все очень просто. Если есть желание, то есть решение. И, наверное, все-таки я за правильное питание. Если вы хотите к майским праздникам, не знаю, когда это видео выйдет, привести себя в форму, в принципе, еще где-то неделька, да, есть. За неделю правильного питания, минимизации каких-то углеводов, сладостей, мучного, можно себя прям здорово так подтянуть. Главное, не урезать очень сильно калорийность, это все можно посчитать, а лучше обратиться к какому-то профессионалу. И либо еще проще, я одно время заказывала, знаете, рационы, когда за тебя уже вся калорийность посчитана, вот на целый день ты просто питаешься всем тем, что ты заказал, и это безумно просто, но это дороже, чем если вы, например, будете сами готовить. Но поверьте, в интернете столько классных ППшных рецептов, и они очень вкусные, что питаться правильно – это вообще не сложно. Вопрос мотивации. Алина, ты счастливый человек, как ты думаешь? Да, я вот прям полностью понимаю, что сейчас я счастливый человек, и я не то чтобы постоянно работаю над своим счастьем, нет, мне вот правда, вот чувство счастья, какой-то такой радости, оно со мной каждый день. Может быть, что-то плохое. Я, опять же, быстро собираюсь, быстро оцениваю свою жизнь в целом, не фокусируюсь на чем-то плохом, что вот что в моей жизни вот такое негативное произошло, вот значит все плохо. Нет, у меня все хорошо, я счастливый человек. Классное ощущение, потому что недавно я поняла, я составляю, знаете, такие типа доски желаний, списки целей, не знаю, как это называется. Я посмотрела за несколько лет их, и я поняла, что, например, сейчас, когда я обновляла этот список, у меня нет ни одной материальной мечты. Но вот прикиньте, ни одной. То есть если раньше, в предыдущие годы у меня были какие-то там цифры, какие-то материальные вещи, сейчас у меня нет ничего. То есть ничего материального в этом списке нет. И мне кажется, это тоже такой показатель определенного счастья. Как перестать держать обиду на родителей? Мне уже 32, до сих пор вспоминаю моменты из детства. Думаю, ну зачем так? Можно было бы по-другому. Господи, во-первых, это у всех. Я уверена, что все, кто смотрит мое видео сейчас, им есть за что выкатить своим родителям, и это нормально. Все родители травмируют своих детей, это вот прям норма. Каждый в разной степени, но вот не травмированные из этой жизни, из детства мы не уйдем. Это неплохо, это нормально, потому что там определенные травмы, определенные, опять же, в адекватном количестве и качестве, это нормально. Это нормально для того, чтобы развиваться, становиться полноценной личностью, там, членом общества, вообще как-то взрослеть. Держать обиду на родителей, ну вот, не знаю, мне кажется, это настолько странным, вот просто из серии держать обиду зачем? Они живут своей жизнью, ты живешь своей жизнью, может быть, там у кого-то родителей уже нет живых, то есть ты уже, понимаешь, ты свое детство не переиграешь, это было, а ты, получается, фокусируешься на прошлом, потому что даже по сути вопроса понятно, что ты сфокусирована на прошлом, и я вот это против вот этой фокусировки на прошлом и даже на будущем. Жить в моменте – это очень хорошо. Мы учитываем прошлое и смотрим в будущее, но живем сегодня, потому что если я буду жить в прошлом, то я не буду двигаться вперед. Если я буду в прошлом, прошлое – это то, чего еще нет, да, это что-то выдуманное, это вообще твоя фантазия, этого не существует. И, соответственно, сейчас ты взрослый человек, тебе вот написано 32 года, алло, это, ну, физиологически это прям взрослый человек. Фокусироваться на том, что уже прошло и что ты не можешь изменить, но это как-то глупо, это как, знаешь, из серии переживать, что ты не жила в годы, когда были войны, например, и не смогла их там как-то предотвратить, либо что-то еще тому подобное, там, остановить человека, который развязал войну, ну, это, конечно, все очень странно звучит, и поэтому просто нужно двигаться дальше и фокусироваться на себе. Опять же, идем, фокусируемся на себе, имеем право расстроиться, попереживать, но все время это смаковать, ну, это как-то
вот это даже эгоистично, мне кажется, вот это смаковать свои прошлые обиды. Нет, ну, поплакал, понял, что не так, решил, что так, например, со своими детьми поступать не будешь, и идешь дальше. И поэтому, если родители живы, если все хорошо, нормально, они тоже меняются, потому что, заметьте, какие бы там плохие по вашим меркам родители не были, очень часто это хорошие бабушки, это самые лучшие бабушки и дедушки получаются, потому что все меняются. Вспомните себя там в 20 лет, в 25, в 15, это абсолютно разные люди, и поэтому выкатывать им за то, что они там когда-то вели себя неправильно, ну, это очень глупо. Просто живи своей жизнью. Обязательно ли уметь краситься? Ходишь ли ты без косметики? Да, без косметики я хожу очень часто, особенно если я загорела. Я сейчас загорела и крашусь, ну вот только для того, чтобы вам видео снять. Либо если мы куда-то выходим вечером, выходной день. То есть для камеры я подкрашиваюсь немного. У меня, кстати, макияж сегодняшний занял одну песню, то есть один трек. Я красилась всего один трек Сэма Смита. Да, один трек Сэма Смита ушел у меня на макияж. И я не считаю, что краситься, уметь это обязательно. Раньше у меня было какое-то такое даже видео на эту тему. У меня очень поменялось вообще взгляды и восприятие на жизнь, на многие вопросы. Вообще никто никому не должен, не обязан. Мне кажется просто вот сейчас, что это очень удобно уметь краситься, потому что мы сейчас обладаем огромным количеством бесплатной информации, то есть там на YouTube заходишь и учишься красить. У меня даже, кстати, есть видосики, там, как тон наносить, там, как даже краситься, и это несложно. Если есть желание, если есть потребность, этому можно научиться. Это не обязательно, но мне кажется, что это очень удобно. Я вообще за такой подход, что чем больше навыков ты, большим количеством навыков за жизнь ты овладеваешь, тем лучше, тем удобнее. Ты никогда не знаешь, какой навык тебе пригодится. И это, кстати, прям меня очень часто выручает, что я умею и волосы сама себе легко уложить, там все варианты там таких легких причесок, укладок, могу макияж любой сделать, вот прям что угодно, связанное с уходом за собой, я могу сделать. Мне для этого другие люди не нужны. Я могу там, конечно, заплатить, чтобы мне это сделали, но вот макияж я, кстати, всегда делаю сама. Не люблю, чтобы меня кто-то красил, но это уже такая вкусовщина. И мой ответ: не обязана, но это очень удобно. Почему бы не овладеть, если вам интересно? Если не интересно, то, конечно, ваше право. Ты против пластики или за улучшайзинг? Мне вообще, как меня это касается? Это не касается меня никак. Я, например, с собой ничего не делала и не планирую делать в ближайшее время. Там неизвестно, что будет. Может, через 10 лет я что-то захочу сделать. Может, там стареть начну. Да, господи, нет. Каждый делает, что хочет со своим телом. Его тело, его дело. Если человек хочет там как-то себя подправить, есть возможность, есть желание, вперед. Кажется, часто задают этот вопрос. Я сторонница такого, что сначала перед любой операцией пластической, да, даже перед банальным, мне кажется, увеличением каких губ, нужно поработать с психологом. Вот если ты поработаешь с психологом хотя бы там сколько-то сеансов и поймешь, что да, все-таки тебе это нужно, и действительно вот ты будешь себя чувствовать лучше, то смело иди делай. Но очень часто мотивация лечь под нож у девушек бывает очень сомнительная. И после там нормального общения с нормальным психологом очень многие понимают, что это просто бред, и это там какие-то выдуманные стандарты. Ну, если это вам позволит себя чувствовать уверенно, и вы сможете там на этом остановиться, то пожалуйста. Если не сможете остановиться, тоже ваше дело. Меня это никак не касается. Его тело и его дело. У тебя много люксовых дорогих вещей. В инст вижу, что ты носишь такое, в ютубе не показываешь. Кстати, наверное, да, в ютубе я мало что-то такого показываю. Больше как-то зрители в ютубе любят... Либо мы с вами просто о моде говорим. Как-то да, я поняла, что какие-то свои такие покупочки подороже я в ютубе не показываю. Не знаю почему, может быть, у меня какой-то такой стереотип. У меня много люксовых вещей, у меня много дорогих вещей. Но я, понимаете, я супер спокойно к этому отношусь. Я не думаю, что там сильно это хвастовство, либо наоборот, там нужно быть скромнее. Нет, ну как бы в быту у меня равное отношение к дорогим вещам и вещам из условной Зары. То есть у меня может быть там спокойного образ полностью Зара, но сумка стоит там очень дорого, да, и меня это абсолютно не смущает, у меня все лежит на одних полках в одном гардеробе, у меня нет такого, что я чему-то там придаю огромное значение, там какая-нибудь вот супер дорогая сумка, она у меня там хранится в идеальных условиях, я отдельно ей полкомнаты выделяю, нет, у меня все лежит на одних полках, дорогая одежда висит рядом и трется о ту же там условную Зару или что-то попроще, и вообще нет. У меня никаких стереотипов, у меня бижутерия дорогая лежит вместе с бижутерией вот условного из H&M.
Не знаю, почему я не показываю. Честно, не знаю ответа на этот вопрос. Мне кажется, вам не интересно. Наверное, так. Мне кажется, что на Ютубе просто показывать какие-то дорогие вещи, это не так востребовано, как... Ну, в Инстаграме это можно показать, а на Ютубе все скажут, а нафига ты это показываешь? Там люди, ну, что-то начнут в комментариях писать, не знаю. Мне это как бы не сильно трогает, но... Не знаю, напишите в комментариях, было бы вам интересно, чтобы я что-то из люкса показывала, либо это будет выглядеть, как будто бы я хвастаюсь. Хотя какая разница, да? Не знаю. Я просто должна увидеть ваш фидбэк, потому что весь контент в последнее время я все-таки стараюсь в том числе делать, исходя из того, что вы пишете, что вам интересно, потому что это логично, для этого блогеры и нужны. А за что тебе стыдно в этой жизни? Вот я раньше думала, мне тоже когда-то задавали этот вопрос, какие-то, знаете, люди пытаются вспомнить какие-то зашкварные истории из своего детства или с подростковой жизни, вот, да нет, мне ни за что не стыдно, знаете, все мое, все это привело меня к тому, где я сейчас, и прям чего-то супер жесткого, за что мне стыдно по-человечески, я никогда такого не делала. То есть не то, что я там святая, у меня крылья режутся, но я всегда была такой там довольно честный, справедливый человек, и у меня вот прям вот это чувство справедливости, чувство добра, я никогда никого не могу обмануть, предать, это вообще не про меня, я довольно, опять же, повторюсь, прямолинейная. И там, чтобы я кого-то там предавала, это, ну, в моем понимании предательство — это что-то очень стыдное. Я так никогда не делала, поэтому мне нечего стыдиться, вот прям ничего постыдного в своей жизни я не делала. Вот такой вот я скучный человек. Кем ты работаешь? На путешествия, дорогие вещи, нужно много денег, хочу, также не знаю, куда идти учиться. Мне, кстати, такие вопросы тоже очень часто прилетают. Ребят, вот отвечала уже как-то когда-то в своих видео, вот вы когда видите количество подписчиков у человека в социальных сетях. У меня сейчас там типа 600, сколько, 80, не знаю, на Ютубе, в Инсте там больше 500 000, в ТикТоке у меня много. И если у человека так много подписчиков, если даже больше этой суммы, то, скорее всего, он и работает только в социальных сетях, потому что это основной его доход. Социальные сети сейчас приносят очень много денег. То есть этого хватает на все, на комфортную, безбедную жизнь. Я могу спокойно там поработать, потом 2 месяца не работать. То есть, но я так просто не могу, потому что мне нравится моя работа, мое хобби, это все сейчас совпало. И я в первую очередь, да, работаю в блогинге, и у меня есть проекты, связанные, сопряженные с блогингом, то есть это бизнесы, которые сопряжены с блогингом. И мне это нравится, мне нравится в этом деле развиваться, но весь прикол в том, что я начинала давно, ну, по-моему, в году 2016, и тогда, мне кажется, в блогинг еще не приходили люди ради денег. И поверьте, за столько лет я встречала людей, которые начинали блоги просто вот «хочу так же, хочу деньги, хочу зарабатывать, деньги, 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 деньги», и все они перегорали. Кто-то там, конечно, оставался, которые вкладывали в это деньги, относились как к бизнесу, там проекты какие-то прям на Ютубе, в Инстаграме делали. А люди, которые пришли туда просто ради бабок, хочу как блогеры, ну вот все они бросали в итоге. Поверьте, за лет 5 последние я таких очень-очень много видела, и приходить сюда просто ради бабок, ну это уже как-то супер странно, потому что деньги заработать можно много где. Хотя признаюсь, что действительно там условные путешествия, какой-то бартер — это такой приятный побочный эффект жизни блогера, но не все блогеры получают одинаково. То есть это зависит от твоей тематики, от твоего позиционирования, скандальный ты, не скандальный, потому что люди, которые создают вокруг себя какие-то грязные скандалы, постоянно ругаются со всеми, ну, это другие деньги, они там зарабатывают на каких-то других вещах, а может быть, они больше зарабатывают, но я знаю, что там к ним условные, там, солидные какие-то влиятельные бренды не приходят. Ну, вот это у каждого свой путь, но также и не все блогеры в одинаковой тематике зарабатывают одинаково, потому что, опять же, повторюсь, позиционирование и то, там, хочет ли тебя бренд видеть в числе там своих амбассадоров, условных там в рамках какой-то рекламной кампании, и количество подписчиков, оно не так влияет, потому что, опять же, тематика может быть разная, потому что фэшн-бьюти — это действительно такая хлебная тематика, но также есть более хлебные, там какие-нибудь блогеры, которые про автомобили рассказывают, про какой-то бизнес, вот инфо-цыгане, как говорится, ну, без обидного
обзывательство, это просто такая терминология, они даже сами себя так называют, ничего в этом постыдного нет. И в этих сферах люди зарабатывают прям с нулем больше. Но если мы говорим про Америку, то, соответственно, американские блогеры зарабатывают еще с нулем больше. Вот сами себе представьте, в любом случае блогинг это может быть хорошим бизнесом, но именно учиться здесь ни на кого не нужно. Если ты делаешь что-то от души и что-то интересно, ты и сможешь долго продержаться. Потому что держаться 5-6 лет в блогинге, а этому больше, просто ради денег этого не получится, вы просто перегорите. И вот я здесь уже давно, явно не только ради денег, я уже, не то чтобы я там свое заработала, нет, я здесь для души, поэтому я могу там спокойно выпасть, долго для вас видео не снимать, не делать посты в Инстаграм, и вы видите, что рекламы у меня тоже не так, чтобы много, мне прям реально мало, я беру вообще только самое-самое вот избранное, как говорится, и, соответственно, я могу себе позволить делать это в удовольствие, в кайф, и это супер. Это очень классно, и я думаю, что вы это тоже чувствуете. Как всегда быть интересной своему мужчине, то часто бывает с этой работой, что сил просто нет, где брать радость. Я думаю, что вопрос прям некорректный. Что значит быть всегда интересной своему мужчине? Будь интересной сама себе. Если ты интересный человек, то неважно, ты будешь интересна всем и своему мужчине в частности. А если он твой мужчина, то, в принципе, логично, что ты уже для него интересна. Но вообще я прекрасно понимаю это чувство, когда нет сил, откуда брать радость. Конечно, черпать в себе, как я уже говорила, но это очень общее. Наверное, все-таки самое важное, мне кажется, у каждого человека должно быть хобби. Да, вот, кстати, мой предыдущий ответ, он к этому и привел. Потому что в хобби ты раскрываешься по-настоящему, ты находишь какую-то свою отдушину, и увлеченный человек — это всегда интересный человек. Даже если вы увлекаетесь какой-нибудь очень редкой темой, которая непонятна для других людей, вот это слово «ты интересный», оно будет относиться к тебе, потому что увлеченный человек, он не может быть неинтересным, тебе всегда будет что рассказать, чем поделиться, особенно с людьми, которые, например, далеки от этой сферы. Да? Вот мои друзья, они далеки от блогинга, и я им там периодически что-нибудь рассказываю, они такие: ой, прикольно, я этого не знал, хотя для меня это супер очевидно. Когда у тебя есть какие-то хобби в других сферах, тебе всегда будет о чем поговорить с другим человеком, и, соответственно, ты становишься интересным. Поэтому я за то, чтобы прокачивать себя в разных сферах, найти одно, может быть, несколько хобби, которые будут вас увлекать и заряжать, и в целом расширяйте свой кругозор. Больше читайте, смотрите интересные программы, документалки. Очень рекомендую смотреть документалки, хотя, господи, я их просто люблю сама смотреть. В любом случае, расширяйте кругозор, и тогда будете интересны, и для этого не нужно там ссылаться на работу, потому что люди, которые говорят: вот с этой работой сил нет, вы посмотрите на количество экранного времени, которое большинство из них проводят в телефоне, в Инстаграме, просматривая просто чьи-то сторис, просматривая какие-то странные программы на Ютубе, просматривая вот что-то такое, от чего мозг просто загружается ненормальной информацией, каким-то мусором. Да? Я за то, чтобы к информации подходить выборочно и загружать в свою голову только то, что тебе действительно нужно. Хочешь в этот момент отдохнуть и что-то глупое посмотреть, классно, но ты должен понимать, что это я делаю сейчас осознанно, а не так, что на автомате я целый день глупости смотрю. Мой подход, у всех он может быть разный. Когда снова в Америку, обожала твои влоги и можешь сделать их постоянными. Я бы очень хотела снова полететь в Америку. Кстати, вот, думала, вот, может, на следующей неделе в Нью-Йорк съездить, не знаю, наверное, уже после майских праздников посмотрим. Там так красиво, там все цветет. И я сама даже уже поняла, что я соскучилась по Америке, потому что действительно там пара недель, и я снова хочу там оказаться. И мне кажется, что снимать влоги в Америке мне было гораздо проще, потому что я физически находилась дальше. Это глупо звучит, но из-за того, что я находилась на другом континенте, я чувствовала себя расслабленнее. Показывать вам свою постоянную, там, какую-то обыденную жизнь, не знаю, мне кажется, это будет неинтересно. Хотя кто-то из моих друзей говорит, что у тебя интересная жизнь, почему ты это не показываешь. Ну, не знаю, готова ли я в повседневную жизнь впускать людей с Ютуба. Нет, не в том плане. У меня есть очень такой большой пласт подписчиков, которые вот прям как моя семья, вы меня знаете очень хорошо, несмотря на то, что я там мало чего лишнего и личного говорю. И вот если бы это было что-то закрытое, какой-то закрытый влоговый канал, влоговая комьюнити, я бы, возможно, более расслабленно это снимала. Готова ли я транслировать там на все там 680 тысяч подписчиков повседневные влоги? Не знаю. Напишите в комментариях, вообще было бы вам это интересно, потому что мой канал, он в принципе не начинался как влоговый, типа, знаете, что вижу, то и пою. Вот я поела, я поспала, я сходила в магазин,
Я знаю, что такие вообще влоги люди смотрят, но мне кажется, что это было бы не очень интересно вам про меня. Напишите, интересно вам было это про меня. Это лучше всего ответят на этот вопрос люди, которые на меня в Инстаграме подписаны и смотрят мои сторис. Видела в Инст, что ты зависела от капель для носа. Получилось ли избавиться от зависимости? У тебя аллергия. Да, у меня аллергия, и я прям такой аллергик. С годами у меня аллергия ухудшалась. Я там уже просто эксперт во всех этих таблеточках, пшикалках для носа. И у меня периодически там раз в год бывает вот эта зависимость от капель сосудосужающих. Я могу несколько месяцев сидеть на этих пшикалках, они у меня в каждой сумке, но у меня есть своя техника, я о ней рассказывала в своем инстаграме. Просто брызгаешь в одну ноздрю, ходишь, терпишь, одной ноздрёй ты не задохнешься и чередуешь ноздри. Но в любом случае это нужно перетерпеть и по одной ноздре, там, сначала утром в одну ноздрю, вечером в другую, утром в одну, в другую. И так ты постепенно просто увеличиваешь время, то есть ты пшикаешься не каждые 2 часа, а, например, раз в 4 часа, в 6, 8, ты увеличиваешь эти промежутки, чередуешь ноздри, и так у меня получается избавляться от зависимости, ну, уже не первый раз. То есть я все равно периодически к ней прихожу, это связано с аллергией, ничего не могу сделать, мне никакие таблетки уже прям 100% не помогают, и поэтому, если начинается там жесткое цветение, мне надо просто брать и уезжать в другое место. Ни третьего не дано, к сожалению, это у меня семейная история, поэтому аллергия со мной с детства, тем более я астматик, в детстве у меня была бронхиальная астма, и, соответственно, аллергия для меня может закончиться не очень хорошо, поэтому у меня еще и ингаляторы всегда на случай чего есть. В какие страны ты бы еще хотела полететь? Безумно хотела бы полететь в Австралию, в Бразилию. Еще раз я бы хотела полететь в Великобританию, но я была там только в Шотландии. Да, так что я бы, наверное, хотела бы в Лондон еще слетать, в Канаду. В Канаду бы очень хотела. Я думаю, у меня есть еще одна такая мечта. Короче, я безумно, я думаю, уже, наверное, на старости лет я бы хотела побывать в Антарктиде. То есть я знаю, что есть круизы, по-моему, они с Чили. Ты едешь в круиз на Антарктиду, это прям вот прям такая галочка, побывать на всех континентах, это было бы очень круто. А еще я бы очень хотела побывать в Исландии. В Исландии, вот точно, и Фарерские острова. Короче, на самом деле у меня огромный список, я бы хотела побывать как можно в большем количестве вот этих знаковых стран, но из ближайшего, необычного, я думаю, что это, наверное, вот Австралия, это мне было бы интереснее всего. Видео получилось таким довольно длинным, не знаю, понравится вам оно или нет, а возможно вы там фоном включили свои дела, делаете, там убираете, едите, посуду моете, что-нибудь еще там своими делами занимаетесь, учитесь, включаете такие ролики, я сама включаю такие видосы для расслабончика. Если вам будет интересно, напишите в комментариях, чтобы я снимала такой формат и дальше, такой индивидуальный подкаст, и когда я говорю чуть спокойнее, вы заметили, да, я сегодня тише говорю. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. И обязательно жду вас в своем Инстаграме. Мои посты, мои сторис, все это для вас. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Мне кажется, это официально самое тихое видео за все существование моего канала. Прям вижу, что ползунок звука довольно тихо сегодня пишет. Не знаю, как будто бы я сама себя уже загипнотизировала. Вы там не заснули к концу моего ролика? Скажите, пожалуйста, а то мне кажется, что я так говорила, как сказки на ночь, и можно уже просто убаюкиваться. Спокойной ночи, малыши. Ладно, пошла этот ролик вам монтировать.